Итак, ребят, всем привет! И сегодня мы поговорим с вами о совместимости и начнем с совместимости психотипа ENTP, потому что в комментариях под видео к этому психотипу я видела многие такие мысли о том, что люди хотят поменять свой тип личности и у них какие-то сложности с отношениями. Ну, немножко об этом сегодня поговорим, посмотрим, какие могут быть отношения у ENTP, с какими психотипами они складываются наиболее удачно. Но надо сказать, что, судя по исследованиям и статистике, у экстравертов длительные отношения с одним человеком менее вероятны. Я еще раз повторяю, это, конечно, все индивидуально, но согласно исследованиям, которые проводились тоже во время тестирования и опросов, считается, что экстраверты, поскольку более общительные, по логике вероятность измен и чего-то подобного может быть выше. Но это не единственный фактор, конечно, экстраверсия. Но вот такое мнение и исследования существуют на этот счет. Поэтому, может быть, это одна из причин, по которой психотип ENTP испытывает какие-то сложности. Но, опять же, это далеко не все люди, да, я знаю ENTP, которые состоят в долгих, счастливых отношениях и так далее. Ну что, обратимся к когнитивным функциям ENTP и вспомним, что на первом месте у этого психотипа экстравертная интуиция, на втором интровертная логика, на третьем экстравертное чувствование и на последнем месте интровертная сенсорность. Эти когнитивные функции у них находятся в сознании. Я не знаю, упоминала ли я до этого в предыдущих роликах или нет. У каждого психотипа все 8 когнитивных функций, о которых я рассказывала в том видео, оставлю подсказочку, да, кто еще не смотрел. Все 8 когнитивных функций присутствуют у каждого психотипа. Просто 4 из них расположены в сознании, в осознанном ключе, да, 4 противоположные находятся в подсознании. То есть, по сути, все мы в какой-то степени обладаем этими когнитивными функциями, соответственно, тот порядок, в которых они расположены, и показывает, в какой степени мы обладаем и владеем той или иной когнитивной функцией. Если посмотреть на функции, которые находятся в подсознании у ENTP, мы увидим, что первая когнитивная функция – экстравертная интуиция, противоположна интровертная интуиция. То есть интровертная интуиция – это первая когнитивная функция, которая находится в подсознании у ENTP. Вторая, соответственно, это экстравертная логика, TE. Третья – интровертное чувствование, FI. И четвертая – это SE, экстравертная сенсорность. Каждая из этих функций имеет определенное название, которое описывает степень владения, например, базовая, дополнительная, развивающаяся, да, болевая функция, которая, в соционике тоже есть название. То есть, эти названия можно использовать, можно не использовать, потому что мы видим по порядку расположения, насколько человек владеет этими когнитивными функциями. И самое, что интересное, то что в теории Юнга и в MBTI существует такое понятие, как тень. Эти когнитивные функции, которые находятся в подсознании, они еще называются теневые. И считается, что идеальный партнер, так называемая вторая половинка, да, человека, это и есть человек с прямо противоположными когнитивными функциями. Для ENTP это психотип INTJ. Проблема в том заключается, что если не знать этого, обычно человека бесит и раздражает очень сильно тот, кто имеет и ярко демонстрирует когнитивные функции из подсознания. То есть, по идее, психотип INTJ, будучи противоположностью, очень должен раздражать ENTP. Но это только в теории, когда они встречаются, обычно между ними происходит такая волшебная химия, и очень часто они составляют пару. Опять же, это зависит от уровня знания человека. То, что нас бесит, это и есть, в принципе, теневая часть наша, да? И мы не замечаем, что в нас тоже есть такие черты, а бесят они в других, да, другие люди замечают наши эти черты и могут сказать, что да, ты тоже так себя ведешь, просто ты осознанно не понимаешь, да, то, что у тебя тоже все самое присутствует в наборе когнитивных функций.
Ну, то есть из этого мы можем сделать вывод, что самый идеальный партнер по MBTI, тень и пара, и вторая половинка, именно отсюда, наверное, пошло это выражение, это INTJ. Но здесь можно делать какие-то дополнительные выводы, да, например, ENTJ тоже неплохо может подходить этому типу личности, потому что, как я упоминала, первая буква, которая показывает экстраверсию и интроверсию, она тоже как бы не особо влияет. То есть с ENTJ тоже могут получиться неплохие отношения. Также можно проверить по первой когнитивной функции. Противоположная когнитивная функция от экстравертной интуиции, как мы поняли, уже интровертная интуиция. И все психотипы с активной интровертной интуицией будут как бы подходить этому типу личности. Сюда входят и INFJ, и ENFJ. Да, то есть эти люди тоже могут заинтересовать этот тип личности, и у них могут сложиться какие-то интересные отношения, в том числе и дружба, да, то есть они будут как бы на одной волне более-менее. Еще на что можно обратить внимание, это на последние две когнитивные функции, которые находятся в сознании, да. Особенно на последнюю, это у ENTP SI, и все типы личности, у которых активная SI, это ISTJ, ISFJ, вот такие сенсорные когнитивные функции, они очень хорошо будут балансировать пробелы и какие-то неосвоенные места и скиллсы ENTP. Поэтому очень часто я встречала людей, которые в отношениях с, например, ENTP с ESTJ, да, вот бывает такое тоже. То есть человек каждый сам выбирает, но для того, чтобы понять это, можно смотреть на когнитивные функции. На самом деле варианты могут быть разные. В том числе ENTP может строить отношения с очень похожими на себя психотипами, но обычно это бывает реже, и у них будут одни и те же проблемы, да, они будут сталкиваться с одними и теми же проблемами, когда никто тебя не балансирует, все твои слабые места и моменты никак не компенсируется, да, твоим партнером, и с точки зрения MBTI, может быть, это не самые выгодные отношения, да. Ну, и ENTP может, например, строить отношения с INTP, да, потому что они как бы родственные души, да, и в таком роде. Но, опять же, вот мы смотрим по когнитивным функциям, и так можно определить, да, вашу тень. И обычно у ENTP есть знакомые и друзья INTJ, которым их очень даже тянет, да, и они как бы компенсируют друг друга в этом плане. Напишите в комментариях свое мнение, я вот очень коротко рассказала. Может быть, у вас остались какие-то вопросы, обязательно отвечу и расскажу об этом в следующих видео.